вечер. Добрый вечер всем. Давно я не была в эфире. Я тоже рада всех видеть. Сейчас мы тут пока подключим все, что нам нужно. Как раз люди соберутся потихоньку. Так. Печку. Очень давно я не выходила в эфир. Уже соскучилась по эфирам, если честно. Ты что сделал? Вот. Сегодня со мной мой помощник Тамерлан. Будет читать вопросы, так что задавайте, если что. Подождем, пока больше людей присоединится. И потом расскажу, что мы будем делать сегодня. У нас сегодня будет осенний цветочек. Я тоже уже соскучилась по эфирам, просто катастрофически не хватает сейчас времени с поездками. Добрый вечер, Аня, добрый вечер всем. Так. Я пока подготовила насадку. Видели все, да, георгин? У нас угадывали, какой насадкой был сделан георгин. Двое девочек угадали, вот, в Телеграм и в ВК. Кто первый угадал, вот, тому я подарила онлайн-курс по хризантемам. Привет, привет, Оля. Привет. Привет всем. Быстро все собираются. Очень рада, что ждали. Мы сегодня вовремя, в 7 часов. Как я и обещала. Алия, привет. Привет, Катя. Привет всем. Вот. Сегодня мы с вами будем делать георгин. Такой насадкой, я бы сказала, она у многих просто валяется, да. Когда я девочкам показала, оказывается, она у многих есть, но она как бы непригодная, как думали, да, к использованию. Но из нее получаются очень красивые цветы. Можно сделать не только георгина, можно сделать классный подсолнух, вот, и хризантему, и георгин. То есть можно сделать много что. Это насадка D59, английская буква D, 59. У нее вот такая вот улыбка. Но хочу сказать, что эту насадку я дорабатываю. Если я вам покажу ее изначально, как она есть, да, она совершенно непригодна для зефира, потому что она очень сплющенная, я бы сказала, даже для крема, очень-очень тоненькая. Вот такое тут отверстие, да, и ну, невозможно из нее ничего сделать, поэтому она у многих валялась просто-напросто. Я ее дорабатываю, я ее расширяю, естественно. Вот, позже еще покажу. Да, крем из нее тоже не выйдет, я ее дорабатываю, тогда из нее выходит вот очень хорошо и крем, и зефир. Я вот уже вставила одну. Сейчас Тамерлан. Вот, видите, Тамерлан мне, если принесет мой сундучок, что дать Тамерлан? А что сказать не можешь? Показывает пальцем, показывает, что он хочет от меня, не знаю. Вот, ребенок тут перетирает пюре. Номер я позже напишу. D59 она называется. Большая улыбка. Многие гадали, даже 128-ю писали, 127-ю почему-то. Не понимаю, там совершенно листики не похожи на эту насадку. Такое впечатление, да, D59 она называется. Такое впечатление, что люди просто писали наобум, да, и 201-ю писали, что только не писали. Вот. Какой насадкой был сделан цветок. А если вы заметили, у меня было 2 поста, да, вчера, не вчера, а в субботу и сегодня. Эти цветы сделаны одной и той же насадкой, просто по-разному. В первом цветке, который я выкладывала в субботу, вот, там большая глубина, там он такой объемный, такой глубокий цветок. А сегодня, который я выложила, который мы сегодня с вами будем делать, да, хотели на курс, поэтому гадали, Я позже еще выставлю
еще цветочек, мы еще погадаем, еще кто-нибудь придет на курс бесплатно. Вот, а сегодня мы будем делать цветочек, который я выставила в обед, наверное, да, или после обеда я его выставила. Георгин не слишком глубокий, его более легче делать. Который георгин слишком глубокий, я выставляла в субботу, он сложный. Скажу честно, кто девочки новички, его не смогут сделать вот этой насадкой, потому что насадочка, на самом деле, лепесточек тоненький выходит из нее, да. Если неправильно давить на мешок, на массу, то ничего, конечно, не получится. Поэтому сегодня, который мы будем делать георгин, его сделать проще. Я его покажу, он очень красиво смотрится в букетах, тем более в тех букетах, которые сейчас актуальны 1 сентября, да. Так, вас уже 92 человека. Привет всем, кто только присоединился. А вот, если какие-то вопросы будут в течение эфира, задавайте, да. У нас Тамерлан сегодня дома, он будет, добрый вечер, он будет читать мне вопросы. Но если на которые не сможем ответить, да, не увидим, потом мы просмотрим, все прочитаем. У меня немножко осипший голос. Вот, извиняюсь за свой голод, голод, говорю. Так, у вас все красиво выходит. Спасибо большое. Какой сундучок? Там насадки, где у меня в сумочке прозрачной. Куда ты смотришь? Там в коридоре. Сейчас Тамерлан принесет насадку, которая новая и недоработанная. Я вам покажу разницу. Вообще, эту насадку можно купить на Алиэкспресс, но, я не знаю, там почем, она, по-моему, рублей 100, если не ошибаюсь, девочки присылали. Кто-то покупал ее на Алиэкспресс очень давно, но тоже она приходит сплющенная, как бы, кто догадался, да, ее расширил. Вот, уже ждем в Казани. Да, в Казань мы приедем. Сейчас расскажу немножечко о очных мастер-классах, да, которые у нас сейчас будут с осенним курсом. И мы сейчас готовим расписание ноябрь-декабрь. Там будет немножечко другая программа. Какие-то города будет новогодняя программа, но очень мало городов, потому что мы декабрь весь ездить не будем. Вот, Челябинск мы приедем обязательно, у нас уже почти полная группа. Вот. Остальные города посмотрим. У нас, хочу сказать, кто ждал Пятигорск, вот, нас пригласили в Пятигорск. Мы поедем туда 4-5 ноября. Если у нас соберется группа, мы приедем. Вот, поэтому желающие, кто хотел в Пятигорск, кто девочки спрашивал, мы будем 4-5 ноября. И Ставрополь, наконец-таки мы ставим опять Ставрополь. Он у нас будет после Пятигорска, по-моему, 11-12, если я не ошибаюсь. Вот, выходные дни. Мы будем в Ставрополе. Кто, девочки, в прошлый раз у нас младший ребенок заболел, поэтому мы отменили Ставрополь, мы просто решили его перенести. Поэтому, кто бронировал, можете написать, мы в Ставрополе будем. И, пожалуйста, бронируйте места заранее, потому что мы должны заранее, конечно, знать, едем мы туда или нет. Как бы далеко нам очень туда, да, мчаться из Москвы, поэтому должны заранее знать. Дальше города у нас, расписание есть. Я завтра выставлю новое расписание, да, уберу, что уже прошло, вот, и поставим новые города на ноябрь-декабрь. Новогодняя программа, хочу сказать, что будут у нас мандарины, помимо цветов, вот, будут и шишки, будут и снежки, и что-то у нас там еще, и хлопок, ну и цветочки. Цветочки, которых нет в других курсах. Потом мы будем выставлять, да, какой букет у нас будет на новогоднем курсе. Сейчас я вам покажу насадку, да, которую обещала показать, что она недоработанная совершенно, как она выглядит. Вот смотрите, насадка, она сплющенная совсем, то есть совершенно ничего из нее не выйдет, да, ее нужно вот расширить. Вот таким образом.
Поэтому у многих она валялась. Но ее можно испортить, кстати, да? Можно испортить, поэтому нужно делать, конечно, все аккуратно. Не так по-хабалски, нужен немножечко закругленный какой-то предмет, да, чтобы это все сделать. Такая сплющенная. Да, она сплющенная, она такая приходит, она такая из сновья и есть. У меня вот много этих насадок, и они все сплющены, я их дорабатываю. Девочки, вот мы недавно были в Питере, вот, девочки приобрели у меня эту насадку. А вот доработанную уже, я продаю доработанные насадки все. Поэтому кто на мастер-класс приходит, да, может приобрести насадочки. Вот. Ну что, начнем. Уже 127 человек. Будем начинать, да? Мы сейчас с вами зефир сделаем обычный на джеме. Мы не будем ничего мудрить, да, не будем ничего там уваривать. Мы сейчас взвесим агар. Ой, сынок, агар принеси, пожалуйста. В ящике там лежит. Самое главное, забыли. Агар не принесли. Вот, работать мы будем на пастеризованном белке. А что хочу сказать, пастеризованный белок продается во Вкусвилл, в Ленте, в Метро, в Магнитах, в больших гипермаркетах. Во Вкусвилл есть в коробочках, вот, картонных. Весь он подходит для зефира, да. Мы работали на мастер-классах и в белых коробках, и в голубых коробках, вот. Так что все это подходит, белок сбивается весь. Если у кого-то не сбивается, опустите венчик или поднимите немножко чашу, да. Белок должен быть комнатной температуры, да, если у вас миксер без подогрева. Если у вас миксер с подогревом, как у меня, добрый вечер, Елена, добрый вечер всем, кто присоединяется. Если у вас миксер с подогревом, то белок не обязательно на зефир должен быть теплым, да. На белковый крем, конечно, обязательно. Должен быть комнатной температуры. Сынок, ты что, не найдешь этот агар? Нашел уже. Ты не там ищешь просто. Пока все ящики не переберем, не найдем. Насыпаем агар. Мы будем работать на 60 грамм белка. Обычно я даю на мастер-классах, да, вот после мастер-классов девочкам рецепт на 40 грамм белка, ну, чтобы можно было его отработать. Тамерлан читает мне вопросы или я сама читаю? Зайди с моей. Насыпем агара. Рецепт я потом напишу. Нам нужно 8 грамм агара, 200 миллилитров воды. Переборщила немножко. Так. 200 миллилитров воды. Что мои весы? Вот. Агару нужно дать закипеть. Тамерлан, ты что делаешь? Так, у нас перетертый джем. Пока отставим, и мы сейчас нальем белок и наш джем. Джем у меня клубника, Рико. Тамерлан выкинул пачку, да? Кто не знает, джем Рико, он очень хорошо подходит для зефира. Махеев я не использую. Если быстро надо, я беру Рико, да? А так, я делаю, получился с первого раза рецепт. Очень хорошо. Вот такой мы сейчас взяли, перетерли. Ты что, тормашками его, что ли, поставил? Течет. Вот, обычную клубнику, очень вкусный. Есть он везде. Тоже и в Ленте, и в этом, в Фикс-прайсе. И сейчас он везде-везде. И в Дикси есть. Во всех, наверное, уже магазинах. Ты что-то успела. Здравствуйте, Аминочка. Здравствуйте все, кто только присоединился. Так, мы включим наш миксер.
Мой любимый миксер. Ни на какой другой я его не променяю. Многие спрашивают, вот как вам миксер, как вам это? Прекрасно, прекрасно. Они работают у меня на мастер-классах без остановки, то есть все хорошо. Что там, Милан? Амина, можно использовать инвертный сироп сразу, как только приготовила? Через 20 минут после того, как вы его приготовили, можно использовать. 20 минут, полчаса, и можно работать с ним. Что будет, если взбивать холодный белок? Ну, ваш зефир, если у вас миксер без подогрева, то есть не будет достаточно таким теплым, но и теплый белок, и теплое пюре взбивается намного быстрее, и масса становится пышнее намного. Поэтому, почему я себе приобрела миксер с подогревом, это для классики, да, классическая технология, лучше делать именно с подогревом. Если нет подогрева, подогревать белок немножко или подогревать пюре. Какой цветок будем делать? Мы будем делать георгин. Я сегодня объявляла, показывала, да, какой цветочек мы будем делать. Все, скажите, пожалуйста, если у вас покупать доработанные насадки, сколько стоит? Ну, насадок разных цены, поэтому смотря какая насадка. Амина, покажите, пожалуйста, состояние белка, когда нужно вливать сироп. Я сейчас собью и вам все покажу тогда. Сейчас мы нальем все, что нам нужно. Белок, джем. И лимонной кислоты немножечко добавим. Чуть-чуть лимонки. Лимонка добавляется не для того, чтобы зефир взбился хорошо, да, белок. А в зефир она добавляется просто для вкуса, да, чтобы не был у вас такой чересчур сладкий зефир. Вы можете добавить больше сахара и добавить лимонки, да, чтобы кислинка была. Если вы добавите больше сахара, вы дольше поработаете со своим зефирчиком. Поэтому вот такую можно хитрость использовать, да. Джем я потом вам напишу, сколько всего напишу. Поэтому сейчас поставим пока взбиваться. Да, эфир сохраним. Эфир всегда сохраняется в любом случае. Сначала ставим белок на среднюю скорость. Минутки полторы, может быть 2 он у нас позбивается. И потом будем ставить сироп. Сироп должен кипеть, девочки, чуть выше среднего. Вот, температура должна быть и на газовой плите, и на электрической плите. Хоть какая плита бы у вас ни была, он не должен очень медленно томиться, иначе он у вас загустеет. Вот, и вы ничего не сможете сделать, то есть той ниточки, которую вы должны увидеть, вы не сможете увидеть, вы его просто, то есть, как сказать, уварите вот на медленном огне, он будет как густой кисель. Насадка георгин сколько у вас стоит? У меня нет насадки георгина. Насадка вот эта, она не георгин, она D59 называется. У меня она стоит 250 рублей. Вот. Я ее брала не на Алиэкспрессе, так что на Алиэкспрессе можно заказать, она стоит там дешевле. По-моему, 100 рублей, если не ошибаюсь, стоила. Девочки говорили, я не смотрела, посмотрите. Я вам покажу, какой должен быть сироп. Сейчас немножко у нас собьется белочек, и мы будем с вами смотреть ту самую ниточку, да, которая должна быть. Он не должен быть густой, он должен быть жидкий. И ниточка, она даже как паутинка больше, да, не ниточка. Тогда ваш сироп сварен правильно. А если у вас уже густая такая тянется, да, капля и не падает, это вы уже переварили свой сироп. Все, я добавила скорость, и теперь включаем наш сироп. А что будет, если сироп сварен неправильно? Если сироп вы переварили, ваш зефир будет резиновым. Резиновым, как жвачка. Он будет вот такой вот сжиматься у вас в кулачке. Ну, как бы пружинить не будет. Такого не будет воздушного зефира.
Плита у меня индукционная. Чтобы закипело все быстрее. Какая У меня мощность миксера? У меня мощность миксера 1400. А если не доварить сироп? А если вы не доварите сироп, то у вас зефир будет очень жидкий, то есть вся жидкость не выпарится, как она должна выпариться, правильно? А вот. И ваш зефир будет плыть. Привет, привет. Привет, Татьяна. Я тоже всех рада видеть. Я давно не была на эфире, просто не было времени совершенно. Мы тоже уже завтра, наверное, ночью уедем в Нижний Новгород в эти выходные. Ой, спасибо большое за сердечки. Спасибо, мне очень приятно. Вот, у нас сейчас на выходных будет мастер-класс в Нижнем Новгороде. Группа у нас полная. Потом Москва, потом опять Питер. Группа у нас полная. Смотрите, у нас агар закипел. Кому мешают комментарии, можно убрать. Следим за вашими МК. Спасибо большое. Очень приятно. Вот. Теперь, что мы сделаем? Мы добавим имбирный сироп и сахар. Нина, какие цветокрасители на тело вы чаще всего используете? А вот мы когда будем окрашивать цветочки, я вам все покажу и расскажу. Насчет красителей от Натива, кстати, нас пригласили в Пятигорск на мастер-класс именно научить девочек работать с этими красителями. К сожалению, не все умеют пользоваться красителями, говорят, что они просто нехорошие, да? Но это, конечно же, не так. Кто работает с этими красителями, тот это понимает, что красители очень хорошие, бутылек сделан очень классно, да, и правильно. Можно камеру опустить чуть ниже, чтобы было лучше видно? Сейчас, секунду. Вы комментарии себе уберите, и все будет видно. Вот. Так, и добавим имбирный сироп. У меня как раз чуть-чуть осталось его. Осенний МК планируете? У нас осенний МК есть. Он у нас идет сейчас по городам. Вы глюкозным сиропом не пользуетесь? Почему? Не пользуюсь, потому что глюкозный сироп притягивает очень сильно влажность, и зефир созревает намного дольше, чем должен. Что вы добавили сейчас в сотейник? Это имбирный сироп, девочки. Я же сейчас только что говорю. Мы добавили сахар и имбирный сироп. Имбирный сироп можно приготовить самостоятельно. Все, ставим на плиту. Убираем уже весы. И будем с вами варить сейчас сироп. Посмотрим белок. А я до этого делала только на глюкозном. Ну, глюкозный сироп я тоже раньше делала, пока вот так не случилось, что попробовала самостоятельно сварить имбирный сироп. И поняла, что мой зефир созревает намного быстрее. Вот. Нету никакой влажности, да? Для чего нужен имбирный сироп? Имбирный сироп нужен для того, чтобы сахар не кристаллизовался, чтобы ваш зефир был долгое время мягкий и нежный. Иначе, если вы не будете использовать или тоже глюкозный сироп, имбирный сироп, вот, потому что вот он через 3-5 дней, то есть он станет уже как безе. Срок годности у имбирного сиропа нет, потому что это сахар. Это искусственный мед. Срок годности с глюкозным Я и только имбирным что сиропом сказала. одинаковый? Да, срок годности одинаковая у зефира, и имбирный, и глюкозный. Или вы будете использовать мед, то же самое. Поэтому просто мед все равно чувствуется такой привкус, да,
И опять же, если у человека аллергия, то, естественно, нужно об этом предупреждать. Все, наш сиропчик закипел. Видно, да? И теперь мы будем ждать нашу ту волшебную ниточку, вот, до которой мы должны варить наш сироп. Я немножечко убавлю. Посмотрим белок. Белок еще не готов. Я чуть-чуть убавила плиту. Так, добрый вечер, кто присоединяется. Архангельск, привет, привет. На самом деле очень много городов смотрит, да, что очень приятно. Сынок, пойди мне, пожалуйста, мешок теплый принеси. Нет, там где-то мой рабочий был. Там их много, только не знаю где. Я работаю с зефиром. Вот, Ярославль, очень приятно. Луганск. Добрый вечер всем. Новгород. Очень приятно, что столько городов. Вот у меня мой мешочек. Уже вот ему много-много, наверное, я не знаю. Года 2. Мягенький, рабочий, я с ним работаю. И с плотными мешками, да, если вы будете работать с зефиром, обязательно используйте плотные мешочки. Не просто, да, обычные. Сколько по времени примерно вы взбиваете белок? Ну, по-разному, смотря какой вес белка. Сейчас и Урал с нами, очень приятно. Вот сейчас уже 9 минут. Взбивается. Еще немножко, и наш белок собьется. Смотрите, примерно сейчас, может быть, минут 15 уйдет, максимум, я считаю, да? Посмотрим сейчас. У нас время стоит на миксере. Я потом скажу, сколько по времени у нас такое количество белка сбилось. Керчь, Волгоград, ой, как приятно. Можно вместо неверного сиропа положить мед? Можно, я только говорила, да, можно. Но очень много у нас городов. Ростов-на-Дону. Очень хочется, Да. чтобы к нам приехали. Ростов-на-Дону мы постараемся. Может быть, в ноябре. Мы сейчас будем ставить расписание. Мы давно там не были. Но Ростов-на-Дону очень долго думает. Мы ставили пару раз. Смотрите, еще чуть-чуть буквально. На черном будет хорошо видно. Уберу свой фартук и покажу вам ту самую ниточку. Вот смотрите, видите? Прям ниточки. Еще немножечко. Надо, чтобы они не падали. Новосибирск, да, Новосибирск. Олеся у нас почти полная группа. Олеся у нас записана в группу. Так, Брянск. Георгин же будем делать? Да, мы будем делать георгин, девочки. Вот смотрите, видите? Такая вот паутиночки, их несколько штук. Почему на этом венчике очень хорошо их видно? Если нет теплых мешков, то как сохранить зефир, чтобы он не застыл? Я другими способами не сохраняю. Вот посмотрите, видите, уже вот такие ниточки висят. Сейчас я вам ближе покажу, чтобы было видно, да? Видите, да? Все, наш сироп готов. Мы его выключим. Чуть-чуть еще собьем массу. В ближайшее время в Питере, когда будете и есть ли место? Нет, 9-10 сентября у нас там уже полная группа. Она у нас полная давно. Еще летом набралась, поэтому в Питере пока нету мест. Самара тоже полная. С медом подольше варить нужно? Нет. Сейчас я покажу, какая должна быть масса. Смотрите, здесь белок, не знаю, видно, да?
и здесь. То есть уже такая плотная достаточно масса получается. Не ставлю миксер близко, потому что мешает он. Спрашивают Уфу. Уфа, да, Уфа есть места, девочки, Уфа есть. По-моему, 3 или 4 места там еще осталось. Мы сегодня как раз забронировали очень хорошую студию. Смотрите, я теперь закипячу наш сироп и будем мы вливать. Про Самару Гумалку. Нижний Новгород в следующем году приедете? В Нижний Новгород мы приедем. Вот, сейчас у нас полная группа. Самара тоже полная группа. Все, будем вливать. Оренбург и Казань спрашивают. Оренбург мы планируем позже. Сейчас, подожди. Не отвлекай меня сейчас. Сейчас я волью сироп. Вот наш зефир буквально 13 минут. И еще чуть-чуть сейчас, почти 14 минут. Ждем хлопков и будем выключать. Где можно купить насадку для цветочка и какой цветок можно еще ею сделать? Ой, девочки, ей можно что угодно сделать. Можно и георгины другие сделать, да? Можно какие-то мелкоцветы. Можно сделать подсолнух. Даже ромашку такую крупную можно сделать. Вот смотрите, у нас вот такая хорошая пышная масса получилась. Взбиваем мы до тех пор, пока не услышим хлопки. Буквально пару хлопков, и ваш зефир готов. Прям как в этом стихотворении получилось у нас. Я выкладываю в отдельный мешочек. Кто не слышит хлопков? Я часто слышу от девочек, да, что я не слышу хлопков. Взбивайте до тех пор, пока вот венчик не начнет отрывать массу зефирную от чаши вашей, да, вот по краям. Вот он начал отрывать уже, видно прям, он рвет его, такой четкий рельеф получается, да. Тогда ваш зефир готов. То есть можете ориентироваться именно так. Мы выкладываем весь зефир, сделаем основание. Мы можем сейчас сделать георгин, а потом я покажу подсолнух, да, как можно из нее сделать. То есть такая насадка, из которой можно сделать не только один цветок. Я бы сказала, универсальная, да? Что там именно? Пищевые краски какой фирмы берете? Натива? Если гелевые, я беру... какие у нас там, Милан? Гелевые, сейчас скажу, забываю. Топ-декор, вот. Гелевые я использую топ-декор. Вот. А распылители я люблю от Натива, конечно. Мне очень они нравятся. Вот. Приобрести, кстати, тоже можно их по промокоду со скидкой. Смотрите, не могу засунуть в мешок. От жадности называется. Нагребла. Теперь надо засунуть. Я разгрохала опять свою вазу. Вот.
На насадке не остаются волокна от теплого мешка? Нет, он же без волокон. Откуда они там останутся? Там никаких волокон нет. Так, сейчас я протру. Да, рецепт будет после эфира. Сохраним эфир и напишем к нему рецепт. Да, все напишем. Сейчас я подгоню тут массу, чтобы она у меня не пачкалась. Какая поверхность внутри теплого мешка? Такая же, Покажи. точно. Это стеганка. Это стеганка вот такая. Она как снутри, так и снаружи. Здесь только у меня другой цвет, оранжевый. Эти мешочки были шиты уже из достаточков. Были новогодняя тематика мешки. Я с ними работаю дома. Девочки, кто приходит на мастер-класс, тоже могут приобрести теплые мешочки. Я их тоже продаю. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Дай мне там мешок быстро. Мы сейчас сделаем основание. Смотрите, насчет красителей, да, красители от Nativa Кондитер. Вы можете приобрести их со скидкой, набором. Есть два набора, один набор и второй. Вот. Кого интересует, я дам ссылочку и промокод. Промокод Амина 500 на английском. А, вот Катя пишет, да? Катя, спасибо большое. Также йогурт, кстати, йогурт, да, мы сейчас на мастер-классе используем йогурт сублимированный. Вот, мы делаем тортики, бенто-тортики с добавлением этого йогурта. Это очень вкусно. Вот, торты у нас с мармеладом. Очень классные, вкусные. Мы на мастер-классе пробуем, да, даже разрезаем. Если у нас есть время, делаем еще торт. Лишний, ох, что это такое у меня тут? Красители, кто спрашивал, да, какими мы цветами сейчас пользуемся, на мастер-классах у нас самый ходовой это гранат, бордо, потом что у нас, оливковый цвет, фуксия, очень красивые цвета, такие насыщенные, красный, девочки, красный цвет, это просто какая-то фантастика. Красный цвет настолько насыщенный. Вот я еще ни одной фирмы такой не видела, чтобы был настолько яркий цвет красителя. Он настоящий красный. И многие путают красный цвет и алый. Алый цвет, он не должен быть красный. Все говорят, он как коричневый, там это... Нет, он настоящий алый цвет. То есть алый это не красный совершенно. Мы привыкли слышать алые розы, да? Ну, на самом деле алые розы, они же не настолько красные, да, как вот маки, они же не такие. А кондитерские мешки большие, плотные, где покупаете? Ой, везде. На Вальберес тоже можно найти, на Озоне можно найти. Я делаю пока основание, да, молча. Насадка и трубочка. Сделаем 3 основания. И распылитель, и йогурт тоже привезите на продажу, пожалуйста. Распылители и йогурт на продажу. Но это надо вот у Кати спросить, да. Многие, да, не хотят ждать, не могут оформить по ссылке. Вот. Так, распылители, если мы летаем на самолете, ну как бы мы не можем столько много взять с собой. Размер трубочки 22 миллиметра. Можно 24 у меня есть. Так. Сделаем еще небольшие. Вот такие. Размер основания какой? Я уже сказала. У тебя запоздалые, что ли, там идут? Да. Да? Ну, я вот мельком увидела. Размер основания 22 миллиметра у меня. Вот. Есть 24. На мастер-классах я тоже привожу эту насадку.
на продажу, она тоже есть. У нас обычная бумага, это вот. Это листики, их можно купить в канцелярском магазине. Да, в кондитерских магазинах, вот уже в любых городах есть распылители, есть йогурты. Можно спросить, да, вот у Кати, в каких городах, какие магазины есть. Буквально вот в Питере мы были, мы пошли в магазин, и я девочкам дала визиточки, и все быстренько туда побежали. Купили все, что захотели. Не попала на ваш мастер-класс в Питере, а можно хотя бы подъехать, приобрести насадки доработанные? Можно, только во второй день в обед, потому что мы заняты весь день. Вот я на второй день приношу насадки, потом уже можно их приобрести. Так, девочки, я меняю сейчас. Даже я, наверное, еще раз сделала основание, пусть будут, да? Много зефира я сбила, чересчур, наверное. Больше сделаем просто оснований. Все, и будем переставлять наш мешок. Я убираю трубочку и вставляю нашу насадку D59. И опять запаковываю в теплый мешочек. То есть я работаю с двумя плотными мешками. Это уже сохраняет наш зефир. Тамила, ты что делаешь? Рабочий отлично. Так, нам нужна влажная салфеточка. Сынок, ты можешь мне приблизить камеру? Я боюсь выключить просто. Еще? И немножко наклонить. Вот так пойдет? Так, вот так думаю, что будет видно, да? Йогурт очень спасает, когда влажная погода. Зефир стабилизируется и сохнет с ним. Зефир созревает быстрее, да, не стабилизируется, а именно созревает. Стабилизация и созревание – это совершенно две разные вещи. Зефир стабилизируется в течение первых 20 минут, а созревает он уже от 12, да, до 24, смотря какая технология. Заварная технология созревает быстрее, вот, а классическая дольше. Поэтому, когда мы делаем зефир по классике, мы добавляем йогурт, и он созревает быстрее, не 24 часа. Можно уже в течение 12 часов собирать ваши цветы и припудривать. Все, смотрите, девочки, у меня вот такое круглое основание. Что мы сейчас делаем? Насадочка у меня вот такая улыбка. Она достаточно такая широкая. Не как 80-я, да, как мы привыкли. Вот, смотрите, что мы теперь делаем. Мы делаем первые листочки, то есть наш бутон. Повторите вопросы последние, у меня обновилось. Не успел прочитать. Я пока не смотрю, да, Тамерлан у нас читает вопросы. Смотрите, мы сделали бутончик. Листики должны быть невысокие, буквально сантиметр первые листики. И дальше продолжаем. Номер насадки спрашивают. Девочки, номер насадки я писала вот уже, я не знаю, 2 дня, и сейчас уже говорила несколько раз. Буквально, Наталья, вам отвечала я. Какой номер насадки? Чё ж невнимательные-то такие? Где такую насадку можно купить? Можно купить у нас, стоит 250 рублей. Можно купить на Алиэкспресс, больше не знаю где. Вот смотрите, сделали мы 2 ряда, закрытый у нас бутончик. Давайте сосредоточимся все-таки сейчас на цветке, да, мы сейчас учимся делать цветок, а вопросы уже потом. По поводу, да, какой номер насадки, уже говорили 10 раз. Тамерлан, напиши там, какой номер насадки. Что мы делаем теперь? Теперь в шахматном порядке стараемся
немножечко еще нарастить наш бутон. D59 же? Да. А сколько сантиметров на выходе? Без понятия, не мерила я ее. Вообще, если честно, ни одну насадку не меряю на выходе. Вот. Только единственное, где я пишу выход и меряю насадку, когда на онлайн-курсе, да, девочкам я после мастер-класса даю. Пишут, не видно. Что не видно? Все прекрасно видно. Я вот вижу. Привет, Мадина. Теперь немножечко выше делаем наши листики. Видите, внутренние листики у нас видны. То есть мы должны наращивать так, чтобы не все закрыть, да, чтобы глубина все-таки была видна. И там несколько листиков были тоже видны. Не совсем закрывать бутон. Так, и поехали еще немножечко я хочу нарастить. Смотрите, когда мы уже видим, что уже достаточная длина листика, мы перестаем давить на мешок и просто его вытягиваем, чтобы наш листик был острый. Насадка достаточно удобная. Листик не такой уж прям, да, вот худой, но получается вот такая вот красота. И пойдем мы сейчас дальше под прямым углом работать. Чуть-чуть наклоняя в серединку. То есть нам надо плотно-плотно отсадить наши листики. Прям плотненько. Чтобы у нас постепенно распустился. Так, вот этот листик мне не нравится. Зефир заварной или классика? Мы сейчас взбивали классику. Я очень редко показываю на заварной технологии. Я ее люблю, знаете где? В зефиросэндвичах, в рожках. Я убираю, что мне не нравится, да, когда листик выходит не очень остренький, я не люблю. Поэтому я его сразу убираю. То есть косячные листья никогда не оставляйте. Георгины, хризантемы – это такие цветы, которые будут разглядывать, да, увеличивать, разглядывать. Поэтому вы не имеете права их делать косячными. Я их называю косячными. Видите, чтобы они были остренькие. Каждый листик был остренький и красивый. Получается не остренький. Мы его вот так раз убрали, пока он свеженький, да. Не нужно ничего потом не прищеплять, не приетывать. Сразу убираем и делаем дальше. Тамерлан, ты ничего не читаешь. А у меня нет. А один цветок георгины сколько будет стоить у вас? Без понятия, девочки. Я не продаю по одним цветам очень-очень редко. Но уже, по крайней мере, давно не продавала. Смотря какой размер, конечно, его сделать. Можно сделать георгин гигант и продавать его по 1000 рублей. А так хризантемы были, да, по 800 рублей. Крупные достаточно хризантемки. Сантиметров 16 в диаметре. Посмотрите, что получается. Вот такая вот плотная, хорошая середина. И уже мы будем его раскрывать. Я уже потихонечку раскрываю. То есть мы меняем угол насадки руки. Так, я убираю вот это все, чтобы мне ничего не мешало. И поехали распускать. Сейчас, секунду. И постепенно меняем угол. То есть, видите, да, я сам угол насадки, чуть-чуть вот так сделаем, уже вывожу в сторону. То есть мы постепенно раскрываем его.
Кстати, при желании можно и розу сделать такой насадкой. Достаточно очень красивую. Опять мне не нравится. То, что мне не нравится, я сразу убираю. Добрый вечер, Амина. Жду мастер-класс в Уфе, не дождусь. Да, наверное, записаны, да, в Уфе? Внутри появился розовый оттенок. Ну, это клубничный такой вот джем. Мы делаем на клубничном джеме. Не скажу прям, что он такой розовый, да. Конечно, когда сами сделаете дома клубничный джем, он будет прям розовый, такой нежный. Ну, а здесь чуть-чуть так слегка. Практически белый, я бы сказала. Что-то много мне не нравится. Сегодня Тамерлан бы закрыл бы балкон. Тамерлан просто у нас сел и раскрыл балкон, чего я не люблю. Когда вы работаете с эфиром, у вас должно быть тепло. Тамерлан, другую салфетку мне приготовь, где-то серая. Она мокрая, серая салфетка лежит где-то здесь. Что ты ее моешь? Видите, у нас каждый рядок получается меньше, ниже, вернее, да, чем предыдущий. Не нравятся эти мне листья. Убираем. Плавно нужно переставать давить и плавненько вытягивать сам листик. Открываем лист на лист или рядом лепестки? Почему лист на лист? Рядом. Рядышком буквально. Можно так плотненько вставлять, да, может быть так кажется, что они лист на лист, но они рядышком. Ряды друг другу должны быть плотно-плотно. То есть между ними маленькое такое расстояние. Георгин достаточно плотный, может быть хризантемка, да, недостаточно такая плотная. Если мы делаем георгин, у него такие более плотные, я бы сказала, да, цветочек. Что, вопросов нет, Тамерлан? Талантливый человек, талантлив во всем. О, спасибо большое. Как я поняла, лепестки одной длины, меняется только наклон. Меняется только наклон, совершенно верно. Я каждый раз вот в этом говорю, да, что хризантемы, что вот георгины мы делаем. Многие думают, что ниже они должны быть шире. Вот когда мы покрасим, да, будет очень красиво. Еще буквально рядочек я сделаю сейчас. И мы будем другой цветок делать. У вас в руках все цветы шикарные, любой насадкой. Спасибо. На самом деле они у всех могут быть шикарные, но это главная практика. На следующий год приедете еще в Самару? Обязательно. Все, я доделала цветочек. Один я доделала. Ставим его. И позже мы окрасим.
Быстренько сейчас сделаем еще. Постараемся побыстрее. Смотрите, я немножечко добавляю вокруг, чтобы полушарие у нас было более такое, да, полукруглое. Насадка D59. Основы какого размера? Основы я сделала разные, вы можете сделать совершенно свои. Здесь не важно, какая основа. Здесь важно не каким она размером, да, а чтобы она была полушарием. Чтобы георгин смотрелся георгином. Вот сделали первый ряд. Кому мешают комментарии, вы можете 2 раза нажать на экран, и они уберутся. Мы убирать не будем их. Второй ряд немножечко повыше. Главное плавно вытягивать и не дергать. Можно такой цветок попробовать номер 61 назад? 61. Номер 61. Маленькая очень, мне кажется. Думаешь? Знаю. Она не такая, она идет как капелька, если я не ошибаюсь. Попробуйте, но будет очень маленький, мне кажется, цветочек. Так, вот это мне не нравится, уберем. Здесь сиди, куда пошел. Ты слышал меня? Сделали вот такую серединку. Еще немножечко обнимем его. Несколько буквально лепесточков. Насадка D59. В чате напишу тоже. В каком Что чате? материально. В комментариях. Мы потом напишем описание к эфиру, и там будет все написано. Никто не потеряет. Вот такая у нас закрытая середина. Посмотрите, такая плотная-плотная, очень много листиков там уже. Так, и начинаем потихонечку под прямым углом отсаживать листики теперь. Если не получился острый, убираем. Тяжелый получается? Кто тяжелый? Наверное, по весу цветок. Да прям. Ничего не тяжелый. Цветок как цветок. Какую делаете массу, чтобы тянулись листочки? Я же показала, какая масса была. Кто не видел, начать просмотрите сначала эфир, и будет все понятно. То есть мы ждем первый там хлопок, 2, и все, и выключаем. Мы не ждем, пока у вас там намотается на венчик уже, да, масса. Как многие говорят, до пещер, да, если вы добили до пещер массу, то пишите пропало, вы не сделаете ни одного цветка. Вы, может быть, отсадите там, да, 1, а остальные у вас будут уже рваться все листья. Я бы, наверное, еще меньше повзбивала. Даже я вот
поплотнее в этот раз сбила. Для такой насадки надо еще даже меньше сбивать. Вот я уже немножечко распустила его. У вас эфир ВКонтакте или в инсте тоже? Ну, пока ВКонтакте. Мы сейчас в ВКонтакте. Там нету у меня эфира. Я его веду здесь. Мы же с вами здесь. Завтра, может быть, в Ютубе будет. Обычно как проведешь, и там закидывают. Но не я закидываю, сразу говорю. Вот он начинает мне писать, а почему отключены комментарии. У меня нет в Ютубе, девочки, еще раз повторяю. Это не я закидываю эфиры. То есть, чтобы у вас листик был остренький, вы должны постепенно переставать давить на мешочек и вытягивать вверх. Не получается остренький, убираем. Можно ближе к камере прикрепление листа показать? Какого листа? Ну вот, как ты делаешь, отсаживаешь. Куда же я вам еще ближе-то? Камерой прилепиться-то я не могу. Втыкаете насадку и делаете. Сначала надавливаем, чтобы ваш листик был снизу толще. Чтобы он держался. Если вы будете сразу дергать, то у вас ничего не выйдет, да? Вы просто будет падать. Хотите, покажу, как это будет? Как не нужно делать. Смотрите. Вот так. Вот так делать не нужно. Вот. Мы сейчас все это безобразие уберем. Просто многие спешат на терминал. Терминал съест. Утилизатор. Утилизатор, да. Многие спешат и не делают вот именно ножку на листике. Надо сначала надавить, сделать ей ножку, потом постепенно вытянуть. Переставать давить, постепенно вытягивать. Я думаю, понятно, да? И, конечно же, в таких цветах обязательно должна остаться ножка, потому что вы их не сможете так взять в руки и поставить в букет или в коробочку, да? Можно, конечно, при желании, если уже иметь хороший такой опыт, да, можно и мокрые цветы ставить, вот, все что угодно можно. Тамерлан не ребенок, просто золото, да? Вот такое у нас золото есть. Попадается воздух, да? И пыхает зефир не в подходящий момент. А вот, посмотрите, сделали мы цветочек еще один. Какой вы делаете размер пеноплекса, чтобы такие большие цветы поместить? Сколько их помещается в букете? Ну, они небольшие, это просто здесь увеличено. Я вообще никогда не делаю большой размер под букетницы пеноплекса. Я делаю всегда 20-22, но на этой подбукетнице я собираю большие букеты. И большой, и маленький. То есть у меня идет размер 1 под букетницы. Я их никогда не делаю большими. Как долго не застывает мой зефир? Ну вот еще не застыл. Сколько мы работаем? Полчаса работаем. Ну вот как видите, у нас тут 8 грамм агара на 60 грамм белка получается. А как в коробочку ставить? Под низ зефирку тоже класть или основу из чего-то класть? Ну зачем? Если вы просто в коробочку кладете, да, если она у вас невысокая коробочка, то просто цветы на тишью бумагу там или на пергаментную бумагу. Подушку сделали из бумаги,
А если у вас коробочка высокая, то, конечно, можно завитки на низ поставить. Сколько цветов выйдет из этого замеса? Ну, не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, мы основание сделали, я думаю, что много. Мы посмотрим. Но они не пропадут. Они не пропадут, да, Тамерлан говорит. Просто смотрите, смотря какие делать основания. Если вы не делаете большие основания, а поменьше, их получится больше. Меня каждый раз спрашивают, сколько у вас цветов получается из этого замеса. Да, каждый раз по-разному. Смотря какие цветы вы делаете, смотря как вы размахнетесь, да, смотря как вы распанахаете, как говорится. Поэтому тут уже не в количестве цветов, а именно в том, какой размер вашего основания, да, и какие цветы вы делаете. На какие-то цветы уходит много зефира, да, такие вот как пионы. Что еще? Розы, смотря какой величины. Посмотрите, видите, плотная середина. А если делать клюквенный зефир, больше положить агара надо? Да нет, в клюкве достаточно пектина, там не нужно много агара. Ой, этого, как его? Да, хорошо, Ольга. Он будет, как сказать, он очень хорошо взбивается, клюква. Туда кислоту не надо ложить, она кислая. Кислоту туда не нужно. Это точно. На клюкве мы делали, очень вкусный получается. Но старайтесь не делать его по заварной технологии, потому что кислота съест ваш агар. И если вы, конечно, будете делать по заварной технологии, то там агара нужно больше, естественно. Потому что для того, чтобы он его не съел. Померьте, пожалуйста, размер готового цветка. Пока такой большой. Ничего не могу померить, как видите. Как закончим, тогда померяем. Сейчас массу закончим. Бумажечка 10 на 10? Нет, 9 на 9. 9 на 9. Или 8 на 8, что-то такое. Бумажечка 9 на 9, поэтому цветок небольшой. Сантиметров 9. Может быть, окажется, да, что он большой. Но он небольшой. Тамерлан. Спасибо, Амина. Вы прелесть, ваша МК всегда самая продуктивная. Спасибо большое, очень приятно. В последнее время я редко выхожу в эфир. Тамерлан, разверни свою конфету уже. Злит меня своей конфетой, шелестит, сидит. Аж ужас. Я хотел аккуратно. Пытается это сделать медленно и долго. Тамерлан. Да у тебя там? Будем немножечко быстрее работать. Так, не нравится. Видите, да, в процессе я много убираю. Так, не будь эфир по розам. Эфир по розам у меня есть, девочки. И не один. Ниже спуститесь, и там будет вам эфир по розам и по пионам. Что мы еще делали? И хризантемы, если не ошибаюсь, мы делали. Как крепить цветы сбоку под букетницей, чтобы не прилипли к бумаге и не испортились? На зубочистке. Надо ставить зубочистки на них за ножку. Как они испортятся, если у вас будет созревший зефир? Если у вас зефир не созреет и будет мокрый, да, и вот такой мягкий будет сминаться, конечно, все испортится. А если ваш зефир уже созрел, то ничего не испортится. Я креплю, у меня даже достает он до бумажки, прикасается, но тем не менее ничего не ломается. Делайте качественный зефир, да, не всякую ерунду, которую греют в духовке. Вы видели, да, вы смотрите, сколько мы работаем. Зефир гладкий, он идеальный. Сделайте правильную массу, и все вам будет прекрасно, да, и будет вам счастье.
Ничего у вас ломаться не будет. И дайте ему хорошо созреть. Кто-то там бывает сушит, да, в этих, как их называют, сушилки для овощей. Вот, ну вот еще можно как-то, да, но сразу нужно припудрить. Все, сделали. Наверное, еще один рядочек здесь я маленький сделаю, чтобы закончить цветочек. Потом покрасим. Кто-то называет это хризантемами, кто-то называет это георгинами, да? Но у него достаточно крупный такой листик. Наверное, больше на георгин похож, да? Да, я редко работаю на заварном. Что мне нравится на заварном? Смотрите, заварную технологию я делаю какие-то десерты. Вот. Почему? Потому что там не везде надо припудривать, да, и он не так липнет. Сколько хранить можно? Зефир? Да. Если вы используете инвертный сироп или там глюкозный сироп, то ваш зефир хранится достаточно долго. Но чтобы не пугать людей, да, говорите до 2 недель. А на самом деле, если вы хотите сохранить, да, можете даже заморозить. То есть это все актуально. Зефир переносит заморозку прекрасно, поэтому можно замораживать. Уже созревший припудренный зефир можно замораживать. Моя мечта попасть к вам на очный МК. Да, приходите, приезжайте на очный МК. Буду очень рада. Если окрасить желто-оранжевым, то будет гелихризил... Кто? Гелихризум. Наверное, ошиблись. Тамерлан не может прочитать, что написали. Не-не-не. Правильно. Гелихризум. Не знаю, что это такое. А как лучше собирать букет, снаружи или снутри? В смысле снаружи или снутри? Типа с боков, наверное, начинать или Нет, спереди. Спереди пошли собирать шапку. Всегда спереди, не с боков, если мы правильно, конечно, поняли вопрос. Неправильно его собирать именно с середины, с какого-то бока. Вот мы сделали серединку. А рецепты наверное сиропа есть у вас на страничке? Есть у меня на странице, на моей личной. Я его 2 раза выставляла, можете посмотреть. В Белоруссии мы как-то выставляли, ну как бы, не знаю я, может быть там реклама какая-то нужна, ну что-то у нас там маловато людей было, и мы не поехали. Это было, по-моему, в том году, если я не ошибаюсь. В Питере когда будет еще? В Питере будет 9-10 сентября, но там у нас полная группа. Больше, чем нужно, мы не берем, потому что это сложно научить большое количество людей. Можно показать то, что ты умеешь, и все. Из центра нельзя, сбоку нельзя, спереди назад, правильно? Да, спереди и пошли до середины, и потом идет уже вот сзади. Только так. Все, делаем теперь под прямым углом. Гелихризум это очень красивый цветок, пишет. Да? Не знаю, надо посмотреть. Я даже такой не слышала. Цветочек, если честно. Сердечки. Спасибо большое за сердечки. В Нижнем, когда планируете, не успели записаться, не знаю даже, когда. У нас сейчас пока полная группа. Вот мы поедем буквально завтра ночью уже. Пока не знаю. Наблюдать за вами одно удовольствие. Спасибо большое. В Нижний Новгород, девочки, уже, наверное, на следующий год
И уже с весенней программой, у нас достаточно хорошая такая насыщенная весенняя программа. Вот. Кто хочет на следующий год, да, я думаю, что это будет, может быть, февраль или март. Мы в Нижний Новгород обязательно приедем. Там у нас очень хорошая студия, удобная. Что нового на осеннем или зимнем курсе? Если уже была на весеннем, стоит приходить? На осеннем у нас совершенно другие цветы, кроме розы и гортензии там, да? Вот, остальное у нас идет все другое. Посмотрите, осенний у нас сейчас идет курс. Вот, там у нас бенто-тортики зефирные мы делаем с мармеладом. Вот, такие тортики, которые можно замораживать. Это не кремовые торты, хотя кремовые тоже можно замораживать. Да, они достаточно легкие. Вот. Уже девочки очень многие продают, кто был на мастер-классе на осеннем. У нас осенняя программа идет сейчас, с июля месяца, с конца июля. То есть 1 сентября и к Дню Учителя. Очень такое выгодное предложение. Я вам хочу сказать, что на 1 сентября у девочек уже очень много заказов, у многих, на бенто-торты и осенние цветы, такие как георгины, астры у нас идут. Потом что у нас? Подсолнух, гербера очень красивая. У нас совершенно другая хризантема. Плюс в подарок я девочкам даю еще одну хризантему, достаточно сложную, в виде урок. Поэтому у нас очень красивые осенние цветы. Кто был на весенней программе, тоже уже попали на осеннюю программу. И очень довольны. Можно узнать цену осеннего курса? Очного мастер-класса на одна цена везде. 16 тысяч, девочки. Было бы чудесно в феврале провести МК в Нижнем, к 8 марта как раз. Ну, мы, наверное, в феврале и будем там, скорее всего. Мы завтра выставим расписание на ноябрь и декабрь. Вот, там буквально половина декабря всего лишь будет. Какие-то города попадут на новогодний мастер-класс. Вот, тоже будет очень хороший. Мандарины мы будем делать. Мандарины будем делать цельные. Вот, не такие, как все соединяют. Так, сейчас я... Всем, кто примет участие в мастер-классе в Нижнем Новгороде, в магазинах Декор, самый полный ассортимент распылителей. Да, кстати, мы туда тоже заедем, возьмем визиточки в магазине. И вот девочкам на мастер-классе я раздам, да. Там есть очень много продукции от Натива Кондитер. Октябрь, осенняя программа? Да, октябрь, у нас осенняя программа. Сентябрь, октябрь, вот. Ноябрь уже мы посмотрим, уже, скорее всего, что-то. Ну, сейчас Пятигорск и Ставрополь у нас, Пятигорск будет у нас стандартная программа. Будут пионы, розы, гортензия, хризантема. Вот, скорее всего, будет тюльпанчик и лилия. Потому что там мы не были с такой программой. И вот там мы будем делать такие цветы. Срок годности распылителей? Срок годности распылителей, это надо спросить вот у Катеньки. Катя. 2 года, вот уже ответили. Да? Да, уже ответили. Амина, скажите, второй ярус цветов как крепится? Зубочистки же не достают уже. Я никак не пойму понять и придумать хочу. Какой второй ярус вам нужен? Зачем ярусы надо делать? Просто собираете букет шапочкой, то есть вы собираете его шапкой в середину. В середине нужно просто выше крепить цветы, не вставлять их, то есть глубоко, чересчур. Я как-нибудь проведу эфир, покажу все-таки, как собирать букет, по крайней мере, как я собираю, да. На очном мастер-классе я девочкам показываю, как мы собираем шапкой букеты.
которую информацию я им даю после очного мастер-класса, у них там один способ сборки букета, а на мастер-классе мы собираем, то есть букеты достаточно такой большой шапкой. Если кто-то видел наши букеты после мастер-класса, да, там очень много цветов, очень, но подбукетница всего 22 сантиметра в диаметре. А если вы хотите купить распылители по промокоду, да, и со скидкой, то там, конечно, набором, так намного выгоднее. Вот. А если штучно, то они идут дороже. Вот у Кати спросите, да, Катя здесь на эфире, она вам ответит по поводу распылителей штучно. В магазинах можно штучно взять, да, если вы хотите вот попробовать, да, посмотреть, то можно взять штучно. Ну, конечно, выгоднее набором. Второй набор вообще достаточно такой ходовой, все цвета ходовые. То есть мы сейчас на мастер-классах практически только ими и пользуемся. Там есть гранат, очень красивый, такой вот самый, да, я бы сказала, распространенный сейчас вот цвет, который все прям полюбили. Вот, грейпфрут, очень красивый цвет. Фуксия, очень красивый цвет. Фуксия фиолетовый, темный фиолетовый цвет, просто очень прям, я не знаю, даже такого цвета не было. Есть китайские, да, вот сиреневые, а то прям темный фиолетовый, безумно красивый цвет. Еще хочу сказать, что сейчас от Натива Кондитер будет очень хорошая ванильная паста. Девочки, кто кондитер занимается тортиками, да, вот ее добавляют в крема. Сейчас, по-моему, они даже пробнички кладут. Кто делает заказ, они кладут пробник ванильной пасты. Если вот Катя сейчас на эфире, да, она скажет по поводу этой пасты, напишет, может быть. Вот, мне сейчас тоже должна прийти посылка, я жду ванильную пасту. Вот. И я что-нибудь сделаю, мы с вами сделаем какой-нибудь эфир, что-нибудь испечем, да, давно мы не пекли. Все цветы зефирные, да, цветы зефирные. Вот, как-то делали мы тортики, что-то еще, пирожные, но уже давно не пекли. Поэтому я, наверное, какие-нибудь пироженки сделаю. Вот. И, кстати, с использованием улучшителя для муки, для теста, кто, если пользовался, тоже очень хороший, как сказать, вот Катя здесь, да, ванильную пасту будем продавать по 10 грамм. Вот. Вот Катя вам сейчас, да, скажет про ванильную пасту. Так что, как я получу пасту, мы с вами что-нибудь испечем обязательно. Может быть, какие-нибудь нарезные пироженки. И используем там тоже и сублимированный йогурт. Очень вкусно, я вам скажу, с йогуртом. Такой продукт, который вот можно применить, наверное, везде. И в морожене, и в десертах, и в тортах, и во всем. Раз, два, три, четыре, 5 цветов, девочки, огромных 5 цветов у меня получилось. Вот я сделала 5 оснований, полностью у меня они большие. Сейчас мы сделаем небольшие бутоны. У меня вот такие вот, да. Ну вот у кого терпения хватит, кто досмотрит эфир, тот досмотрит, да, и покрасим. Там, если останется, можешь мне отдать. Если останется, то можешь мне отдать. Да, вот, у нас безотходное производство. Смотрите, как мы делаем бутоны. Не из самого гвоздя, да, а постепенно. Я каждый раз девочкам говорю, наращивайте вот такой вот бутончик. Бутон должен быть шарообразный, а не просто башней. Многие вот эту башню Эйфелеву делают, меня раздражают. Если через 10 минут уже зефирится, в чем проблема? Перебиваете зефир или проверьте свои весы, пожалуйста. Весы могут вас обманывать.
Посмотрите, сколько я работаю, девочки. У меня 8 грамм агара, у меня 2 плотных мешка, плюс теплый мешок. Я работаю, не напрягаюсь, да, я с вами болтаю тут. То есть сохраняйте правильно массу, делайте правильный зефир, качественный зефир, а не черти что. Не грейте в этих духовках уже, пожалуйста, в термошапках вот этих, как многие показывают. Это не зефир, девочки, это подобие зефира. Вот такой вот бутончик мы оставим. Подсолнух хотела показать, да? Вот сейчас мне Тамерлан напоминает. Что, будем делать или не будем делать? Или уже бутоны? Насадка D59. А давайте мы с вами подсолнух сделаем на следующем эфире. Так, что, пожалуйста, пожалуйста. Я вам покажу подсолнухи. Давайте следующим эфиром разными насадками. Вот так будет, наверное, лучше. И вы посмотрите, какой красивее. Как вы на это смотрите? На следующей неделе проведем эфир и сделаем несколько подсолнухов. Рецепт мы напишем, когда эфир сохраним. Да, сейчас эфир закончится. Это классическая технология. Это классика, да? Вы можете сделать джем самостоятельно, вы можете его купить в этом магазине. Мы сейчас в данный момент взяли в магазине, у меня была вот пачка здесь. Давайте уже доделаем бутончики, да, и мы с вами лучше следующим эфиром, я приеду из Нижнего Новгорода, и я обязательно с вами проведу эфир. Возможно, во вторник, да, чтобы мы уже не отвлекались на другие цветы, чтобы все сделали как нужно. Сколько лет вы уже занимаетесь зефиром? Ой, не знаю. Тамерлан, знаешь, сколько лет? Тамерлан вместе с мамой начал заниматься зефиром. Я многим девочкам рассказывала. Помнишь, Тамерлан? Смех был. Мне Тамерлан напоминает: мама, помнишь, как мы начинали? Смеется надо мной. Ну ничего, все приходит с опытом, да? Мы перекладывала его в разные мешки. Тамерлан в полотенце заворачивал, мял его, пока я там делаю цветы. Ой, это было смеху. Потом, конечно. Тогда было не до смеху, когда мы все это делали, да? И грели в духовках. Боже мой, вытаскивала он какой-то там жидкий. Фу, какой ужас. Что только я не перепробовала, девочки. Вот что только не перепробовала. Поэтому, вот как я делаю сейчас, если бы мне тогда мои мозги... Поэтому учитесь на чужих ошибках. Не учитесь на своих. Мне как бы подсказать было некому. Все равно вот методом тыка очень многое, да, была на мастер-классах, вот. Что-то взяла для себя новое, да, но опять же, что-то потом уже доходит, да, уже с опытом, я бы сказала так. Поэтому практикой, опытом, всякими экстремальными ситуациями, когда быстро надо. Боже мой, что только не было. Как самим сделать джем? Как самим сделать джем, если вы хотите для классики сделать его на 1 килограмм ягод, но пробить их блендером, и нужно их убрать косточки, да, убрать через сито косточки. Косточки или там что там, кожурки есть у вас. И немножечко выпарить вот это ваше пюре свежее в микроволновке, без сахара, то есть чтобы удалить жидкость. А потом буквально пару минут проварить с этим, с сахаром. И все. И вот вам будет джем. Только работать с ним на следующий день. Дай мне гвоздик, Тамерлан, не стой, не мнись. Быстрее, пожалуйста. Как понять, что масса перебита? Быстрее открой. Мне не хватает гвоздей, не хватает опять кубиков. Мне всегда мало всего. Пойди кубик там в ящике возьми, сынок. Смотрите, я сделаю еще один бутон. У меня там буквально капелюшка останется, отдам ее Тамерлану. Вот у меня больших
5 цветов и 4 бутона будет. Из этого букета можно собрать, вернее, из этих цветов можно собрать очень классный букет, да? Зелень потом просто доделать. Я зелень стараюсь сделать уже, то есть другой массой. Сейчас, секунду уберу. Вот. Почему? Объясню. Потому что в зелень, допустим, если вы добавляете много красителя, вы нарушаете технологию. А если вы нарушаете технологию, тогда вам нужно добавить агара на 1 грамм больше, чем по рецепту, да? Поэтому я всегда делаю листья отдельно, стараюсь разные, когда уже готовые у меня цветы. Все. Все, смотрите, сейчас я вам покажу, сколько там осталось. Практически ничего. И ни одного лишнего основания тоже нет. Тамерлан уже и сам делать умеет, да? Да, Тамерлан умеет. Кстати, Тамерлан в Симферополе девочек учил цветы делать. Вот посмотрите, уже ничего нету. То есть мы все буквально... Вот, капелька осталась, да? Вот капелюшка буквально. Я ее отдам Тамерлану на съедение. Сколько рядочков у большого цветка, посчитайте? Не могу, очень много, потому что внутри, вот, там очень все плотно-плотно, рядов много. Это смотря какой вы цветок будете делать. Смотрите, что мы теперь делаем. Мы будем сейчас красить. Тамерлан, немножечко отдали. Амина, я скупила весь джем Рико в 2 магазинах Quick Price. Правильно сделала, потому что он сейчас будет дорожать. Так, смотрите, что мы будем делать. Я люблю использовать именно натива кондитер. Очень люблю лайм, мяту, бордо, гранат. Мы сейчас с вами сделаем гранатовые георгины. Сколько стоит термомешок? Термомешок я продаю по 450 рублей. Но сразу говорю, почтой не отправляю. На мастер-классе, если мы бываем в городах, можете прийти приобрести, если кому хочется. Так, смотрите, мы сейчас с вами сделаем, посмотрим, что. Я не знаю, что мы будем делать и что-то будем. Очень хочу покрасить гранатом. Поэтому, смотрите, мы берем сначала лайм. Для чего? Чтобы темнее была серединка. Посмотрите, сколько у нас получилось цветов. Вот, очень много, да? Достаточно много, из 60 грамм массы, еще плюс 4 больших бутона. И с этими же основаниями, да? Вот. Мы сейчас с вами что делаем? Берем цветочек и слегка серединку мы опыляем лаймом. Можно мятой, можно оливковым, да, оно будет темнее. То есть для чего? Не для того, чтобы он был зеленый изнутри. Было дело в Симферополе. Тамерлан уже как родственник, да, все верно. Как понять, что масса перебита? Вроде же отвечали уже. Уже отвечали, да. Не бейте ее до конца, чтобы были пещеры, да, как все говорят. Вот смотрите, сделала я зеленую серединку, и теперь беру гранат. И эту серединку я буду тонировать. То есть мы ее тонируем. Не оставляем вот эту зелень. Как мы работаем красителем? Не переворачивайте никогда тюбиком вниз. То есть носиком вниз. Переворачивайте свой цветок. Вот смотрите, и обязательно, конечно, уберите его с гвоздя. Сейчас я возьму. Потому что он, то есть уже у вас такой, да, достаточно стабилизированный. Вот, вы его взяли и переворачиваете. Что еще мне нравится в этом красителе, нравится, да, что он потом проявляет себя. Очень красивые такие, насыщенные будут георгины. Если у вас не выходит тут, да, краситель, потрясите его из стороны в сторону, не вверх-вниз, да, а из стороны в сторону. И вот так постучите слегка, и потом все у вас прекрасно будет выходить. Главное не переворачивать вниз головой его, да, все будет хорошо. Смотрите, какая красота получается. Не будем красить все, да, чтобы время у нас уже много, достаточно. Эфиру идет уже 1,5 часа. А у кого-то уже, наверное, по времени.
Смотрите, какой цветок получается. Не знаю, видно или нет. Он еще проявится, да, и будет очень-очень красивый такой. Баночка на сколько цветов? Девочки, да намного. Смотря какие у вас объемы. Почему масса поплыла сразу после того, как высыпала йогурт сублимированный? А потому что вы еще взбили его, а йогурт сублимированный взбивать нельзя. Его добавляют только когда масса готова. И буквально перемешивают. Тамила, помой мне, пожалуйста, салфетки. Сколько будет стабилизироваться такой цветок? Не стабилизироваться, а созревать, девочки. Не путайте два этапа созревания, да. То есть он у вас будет созревать, ну, буквально, наверное, 24 часа. Смотрите, я бутон покрасила. И теперь сделаю гранатом. Потом цветы проявятся, вот очень такие вот насыщенные, гранатовый цвет. Я вам хочу еще показать еще один осенний вариант цветка, да. Вот такой получается бутон. Хочу покрасить с вами еще. Смотрите, немножечко опылился, стоял. Получился с такой вот розовой дымкой цветочек, видите? Мы сейчас этот цветочек опылим. Давайте другой, наверное. Покажите, пожалуйста, насадку, опоздала. Я покажу сейчас насадку, чуть-чуть подождите. Смотрите, что я хочу сделать. Чуть-чуть. Оливковый дай мне, пожалуйста, Тамила. Вот он, цвет оливка. Ой. Я хочу сделать другой вариант. Окрасить его по-другому. Чуть-чуть оливковым. Оливковый такой темный цвет, насыщенный, очень классный, тоже очень. Мы с девочками в Екатеринбурге астры делали таким цветом. Мы немножечко добавили массу оливковую и вот окрасили вот этим цветом. Просто бомбический получается оттенок. Если такой насадки нет, какой можно заменить? Ну, возьмите крупную улыбку какую-нибудь, 143-я насадка. Вот, очень получается тоже такие широкие листики. Смотрите, что я теперь делаю. Я беру грейпфрукт. Я хочу вам показать такой осенний вообще георгин. Они-то и так осенние, да? Мы сейчас с вами сделаем несколькими красителями. Сначала мы сделали оливковым. Теперь грейпфруктом. Тамила, пойди там еще в ящике кофе найди. Краситель быстрее только. Угу. Такой же. Смотрите, я сделала грейпфруктом. Сейчас чуть-чуть припылю желтеньким. Из нескольких цветов мы сейчас сделаем. Жалко, конечно, что камера так не передает. На самом деле, да? Держи. И слегка припылим кофе. То есть для чего? Чтобы он не был такой яркий, да? Немножко приглушился он. Получился, я бы сказала, неудобно мне так красить, да, чтобы было видно. Буду лучше сидеть. А то стою и все роняю. А листья отдельно к нему сделать или сразу? Ну, как закончите массу, да, все, можете потом делать листья. Что теперь мы сделаем? Я возьму чуть-чуть гранат.
Отличное владение насадкой. Мне еще далеко до этого. Букеты ваши шикарные, масса тоже. Спасибо большое. Спасибо за эфир. Смотрите, чуть-чуть я подкрашиваю гранатом середину. Что сделает гранат? Я вам потом сфотографирую завтра, да, цветы и покажу. Он проявится. Будет такой вот темный. И чуть-чуть края, буквально немножечко. Издалека, наверное, не видно, да? Все равно камера, свет так не передает, конечно. Так, красный где-то был у меня. Или алый. Потом вся кухня красителя, да нет? Да нет. Стол протереть и все. Нет, я не скажу, что эти красители прям разлетаются. Ну, не так сильно разлетаются. Ну, наверное, смотря как окрашивать еще, да? И вот я его сделала и алым, и гранатом. Он получается вот достаточно такой вот осенний. Чуть-чуть проявит себя и будет очень красиво. А если букет из таких собрать, то вообще будут рыжие-рыжие георгины. Я вообще люблю рыжий цвет, такой вот цветов. Именно осенних. Вот. А так мы вот гранатом опылили, да, он очень красивый получается. Смотрите, какой цвет. Передает камера или нет. Почему у меня китайские красители не проявляются, а собираются в кучу между лепестками? А потому что поздно опыляете. Надо свежие цветочки опылять. Все, вот он бутон у нас. Смотрите, какой насыщенный цвет. Вот бутон больше проявился, он более свежий такой был, да? Последний мы их делали, а этот чуть-чуть еще постоит и потом позже проявится. И вот, кстати, нежный получился, смотрите. Стоял рядышком, когда я опыляла, и получился вот такой интересный цвет. То есть разные совершенно, и тот красивый, в принципе, да? Если какие-то вопросы есть, девочки, Георгин помпон, да, он такой вот помпоном получается, очень красивый, набитый такой, да. У георгина достаточно плотно сидят листики, очень плотно, да, но если вот такие георгины, да, как помпоны. Сейчас по-быстрому опылю еще один. Если вопросов больше нет, китайские красители делают по другой технологии. Да, точно говорите, их делают по другой технологии, но там достаточно такие ядреные цвета. Выходит очень много из этой баночки, да. То есть, если здесь можно контролировать нажим, а там, если нажал, так нажал. Насадку. Тамерлан, помой, пожалуйста, насадку. Секунду. Пока Тамерлан помоет насадку, я еще покрашу, да, цветочки. Тамерлан, я тебя жду. Номер насадки D59. Помой насадку, пожалуйста. Пока Тамерлан моет, я покрашу. Вот оттуда вытащи, быстрее помой ее. По поводу сублимированного йогурта можете написать мне в личку, но я потом здесь тоже после эфира все это напишу. Ссылки на красители, да. И промокоды. И на йогурт, и на красители. По поводу ванильной пасты, девочки, скоро тоже будет ванильная паста. Мы с вами тоже ее испробуем. Вот, испечем какие-нибудь пироженки. Еще раз щелкнешь, получишь. Сейчас я покажу. Насадочку. Вытру свои руки, а то я как вся красная. Смотрите, вот такая насадка. Ой, руки у меня, ужас. Вот такая широкая улыбочка D59. Я потом прикреплю фото где-нибудь, да, чтобы не забыли.
Руки надо помыть с мылом. С мылом, кстати, все отмывается. Кто-то спрашивал, наверное, красится язык. Вы знаете, язык чуть-чуть, может быть, и красится, да? Но не скажу, что прям ядрено. Все быстренько все отходит. Это вот не гелевые красители, я бы сказала. Гелевые, да, они красят очень сильно язык. Эти нет. Амина, мы покупали такую насадку или нет в Санкт-Петербурге на МК недавнем? Надежда Ищенко прислала. Ну, который вот был на выходных, да, покупали. Единственный курс, который вот попал на эту пока насадку. Йогурт добавляем после взбивания, в самом конце. Да, йогурт добавляем в самом конце, когда ваш зефир уже готов. У меня тоже есть эфир по этому йогурту, я тоже взбивала, посмотрите ниже. Мы там делали розы в Тюмени, по-моему, с девочками. Вы дополнительно не раскрывали насадку? Раскрывала, я об этом говорила в начале эфира. Я ее расширяю, потому что она очень узкая. Вот, из нее даже крем не выходит, не то что зефир. Посмотрите, вот, да, вот цветочек внутри белый. И что очень приятно, ты его кушаешь, а он внутри белый. Многие удивляются, ой, мы думали, там столько краски, а там только вот сверху. Вот, еще никто не сказал, что какой-то там вкус. Многие где-то говорят, вот другие красители, что какой-то вкус присутствует у красителей. Не знаю, у этих красителей вкуса нет. То есть достаточно такие вот, не знаю я. Вот если натуральные, которые, они тоже сделаны вот, допустим, желтые там, да, какой еще у нас, куркума. То есть чувствуется какой-то запах. Но чтобы вкус был, я не чувствую вкуса. Ну, еще пока никто не почувствовал этого вкуса. Очень жду, когда вы приедете к нам в Казань и научитесь делать такую красоту. В Казань мы набираем сейчас группу, еще есть свободные места в Казани, кстати. Вот. Если группа полная соберется, то мы приедем. Такими цветами можно торт суфле украсить? Конечно. Зефирными цветами можно украсить все, что угодно. И заранее можно их сделать. И заморозить. То есть можно сделать все. И украсить все. Вот. Но не буду дальше красить бутоны. Потом уже покрашу после эфира. Вот. Цветочек вам понравился? Не скажу, что его сложно делать. Главное соблюдать правила, да, не дергать, как я показала, как не надо делать, да. Кто смотрел эфир, смотрите, какая красивая. Стол у меня такой красивый. Тамерлан. Пожалуйста, подскажите, как морозить и за сколько дней можно? Да хоть за 3 месяца можно морозить, если у вас есть столько морозильных камер, да. И, конечно, вы должны его подождать, пока он созреет, припудрить его и припудренным заморозить в герметичном контейнере. А потом, когда вы его вытащите, чуть-чуть слегка припудрить еще раз низ и уже ставить букет. Девочки так собирают букеты прекрасно. Срок хранения какой? У зефира? Да. Очень большой вообще в самом деле, если вы используете инвертный сироп или глюкозный сироп, вот, ну или же мед. Я бы сказала, даже до 3 месяцев, даже больше. У меня было такое, через год съели букет, и все нормально, жив-здоровый. Белок не пропадает, девочки. Желток пропадает у яйца, да, а белок нет. Поэтому достаточно большой срок у вашего десерта. Кушать жалко, пишут. Супер, очень понравился, красивый. Здравствуйте, извините, а вы в Ставрополь не планируете? Ставрополь, я только говорила, да, у нас будет 11-12 ноября Ставрополь. Поэтому мы завтра выставим уже расписание, и можно бронировать. Бронировать, конечно, заранее, чтобы мы понимали, да, и чтобы нам... Пожалуйста, померите, сколько цветок сантиметров. Ага, сейчас.
Можно добавить вкусовые эссенции в зефирную массу? Можно, только уже в конце, буквально капельку, там много не требует. Но опять же, зачем? Если вы делаете на пюре, если вы делаете на каком-то, да, там, может быть, джеме, там все это есть, вкусовые качества есть. Зачем они вам нужны? Полностью окрашенный цветок тоже припудривать, да? Нет. Почему? Когда он окрашен именно сухим красителем, его нужно припудривать только низ, потому что он уже припудрен, там же тоже содержится кукурузный крахмал, вот, поэтому все это, поэтому созревают такие цветы быстрее намного, они уже припудренные, они вытягивают влагу лишнюю из цветов, вот, и созревает он намного быстрее. Как мед? Померила 10 сантиметров. Как мед использовать? Так же, как инвертный сироп. То есть заменяйте инвертный сироп медом. Вот у меня 10 сантиметров цветочек. Не скажу, что очень большой. Нам, может быть, на видео это кажется, что большой. Небольшой, просто высокий такой, помпончик объемный. Поэтому кажется, что большой. Давайте завтра в букет соберем. Постараюсь собрать. Размораживать через холодильник. Честно я вам скажу, не обязательно. Вот, достали, он очень быстро размораживается. Там же нету воды, там нету, то есть, жидкости. Поэтому достали, припудрили, поставили в букет. Он буквально в течение 10 минут нежный, воздушный, как будто вы его только что приготовили. Спасибо, Тамерлан, за... Калининград и Ростов-на-Дону ждут. Калининград не знаю, Ростов-на-Дону, возможно, в декабре. Посмотрим. Если что, мы выставим расписание, и вы все увидите. Сколько сахара добавлять в домашний джем? На 1 килограмм ягод я добавляю где-то 700 грамм сахара, но опять же, смотря какая ягода. Если кислая такая, как вишня, черная смородина, то больше можно. Вот, но не 1 к 1 я не люблю, для меня это очень сладко. Пермь навряд ли мы поедем, потому что вот мы не можем там найти подходящую студию. Если кто-то найдет, мы приедем. Если нас пригласят, то мы приедем. Рецепт инвертного сиропа у меня есть на моей личной странице. Девочки, зайдите, посмотрите. Я его дублировала 2 раза. Вот, там все есть. Не на этой, а на моей личной. Все. По поводу вопросов, если какие-то есть, можете написать в личку. Вот, можете написать под эфиром. Я обязательно отвечу. С крыжовником можно делать зефир. Отличный зефир получается и очень вкусный. В нем содержится достаточно пектина, как черная смородина. Ссылка на личную страницу Тамерлан сейчас скинет вам. Махачкала тоже мы планируем. Вот, думали сегодня буквально насчет Махачкалы. Посмотрим, мы же перенесли. Вот, так что у нас там бронь в студии стоит. И мы постараемся поставить Махачкалу обязательно. Девочки нас там ждут тоже. Огромное спасибо. Амина и Тамерлан. Вам тоже всем спасибо. Будем закругляться. Мы уже 2 часа почти, девочки. Уже почти 2 часа сидим в эфире. Какой кошмар, как долго, да? С крыжовника тоже делается джем. Туда сахара много не нужно. Вот также 1 к 7, 0,7 получается. Спасибо большое всем огромное. Ссылка на личную страницу вот Тамерлан скинул уже. Зайдите, посмотрите, там очень много рецептов и на пирожные, и на рулеты, и очень много всего. Поэтому заходите, вот, смотрите, пользуйтесь. Много рецептов на желтках. Встретимся с вами, наверное, после Нижнего Новгорода, да, приедем с Нижнего Новгорода, обязательно встретимся и сделаем с вами подсолнухи разными насадками. Я вам покажу, а вы уже для себя выберите, какой вам больше подойдет. Все, девочки, пока-пока, мои красивые ручки надо помыть. Вот, спасибо огромное всем, очень рада, что много людей пришло на эфир, надеюсь, что был полезен. Вот, так что теперь, наверное, до вторника. Тамерлан выключит мне, сохранит эфир. Эфир сохраним и рецепт напишем обязательно сейчас. По поводу курсов все в личку. Все, всем пока.